Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя, друзья. Мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео мы с вами проговорим о порче на телефон. Как делается порча через телефон? Можно ли такую порчу вообще навести? И как она вообще работает? И что такое вообще порча по телефону? Очень важная, друзья, ценная информация, которую мы рекомендуем всем просмотреть от начала до конца. Друзья, прямо сейчас ставьте лайк этому видео. Друзья, вам это ничего не стоит, а нам приятно. Итак, друзья, с вас лайк, а с нас важная и ценная информация. Вы знаете, сегодня у каждого из нас есть мобильный телефон, и даже уже доходит до того, что у человека бывает 2-3 телефона. Один рабочий, один домашний, личный телефон, один для еще каких-то звонков и так далее. И вы знаете, очень часто, когда люди успешные и люди завистливые, они пытаются достать вот такого вот человека. Но бывают очень часто такие люди, которые добиваются определенных успехов, которые успешны финансово и в личной жизни. Они знают все моменты магии, и поэтому они никогда не пьют кофе с чужих рук, даже у знакомых. Они никогда не идут ни на какие вечеринки, которые сомнительные. И они никогда не принимают подарки, у них есть определенные правила. И поэтому сегодня очень важно также защититься с помощью телефона. Конечно же, наверное, многие скажут, а что, разве можно через какой-то телефон навести порчу или сглаз? Вы знаете, очень легко. Мы проговорим с вами здесь две ситуации, и, к сожалению, что одна, что вторая ситуация, они не очень приятные, но вы должны знать, как правильно вам поступать, какие вам слова нужно говорить. Итак, порча по телефону, друзья, это программа, которая внедряется, когда вы берете трубку и говорите любое слово. Когда вы сказали любое слово, вот здесь контакт установлен. А значит, начинает работать эта программа. Как вы можете понять, что на вас пытаются навести порчу по телефону? Это можно определить по нескольким признакам. Первое. Вам позвонили среди ночи с незнакомого номера. Представьте себе ситуацию, вам ни с того ни с сего кто-то звонит в ночное время, и да еще из незнакомого номера, вы в это время спали, ваше состояние, вы, конечно же, возьмете трубку, правильно? Далее, вы взяли трубку, но собеседник не представляется, ничего не говорит. Здесь это тоже вас должно насторожить. Ну и третье, незнакомый человек, например, вам звонит и пытается вас оскорбить, несет какую-то полную ахинею. При этом это могут быть предложения, фразы, которые между собой вообще не имеют смысловой нагрузки. Возможно, такое у вас было. Кроме того, забегая наперед, хотим сказать о том, что может быть так, что вам могут позвонить и в рабочее время. Конечно же, когда это у вас рабочий телефон, и когда вы обсуждаете рабочие вопросы с поставщиками, или вам звонит какой-то интересный новый партнер, или какой-то коммерческим предложением, это, конечно, одно. Но когда вам вот звонят, и вы чувствуете, вот знаете, вот очень часто люди на интуитивном уровне чувствуют, что это не мой звонок, я не буду его поднимать трубку. Вот здесь это очень важно иногда слушать себя. Давайте теперь далее проговорим ту ситуацию, когда вы подняли трубку и сказали что-либо, или вторая ситуация, вы подняли трубку и ничего не сказали. Что вам делать? Итак, давайте проговорим. Когда в том случае, если вы что-либо сказали, как правило, мы, поднимая трубку, говорим «алло», наша вот коронная фраза, да, или «да, я слушаю». Обращаем ваше внимание, вот достаточно вот этих слов, чтобы человек, который наводит на вас порчу, услышал ваш голос, и он сразу начинает про себя говорить определенные магические слова. При этом здесь уже не имеет значения, додержали вы трубку до конца, пока он произносит слова, или нет, потому что здесь очень важно, чтобы был контакт установлен. Но бывает и так, что вы трубку подняли и молчите.
и с той стороны молчат. И вы знаете, это тоже есть такой вид интересной порчи, когда на другом конце провода не молчат, хотя, как нам кажется, что они в это время молчат. Нет, они в это время делают определенный ритуал, читают определенные слова, но делают это молча. Поэтому в любой ситуации, если вам звонят с какого-то неопределенного номера, особенно в ночное время, не берите трубку. Это очень важно. Но, конечно же, бывает так, что вы не можете не взять трубку, потому что в этот день у вас дети где-то поехали в путешествие, и вы должны быть на связи. Но давайте без паники, давайте будем думать о том, что мы можем сделать, как мы можем себя защитить, чтобы при любой ситуации, когда вы будете брать трубку, вы ни себе, никому не навредили. Обращаем ваше внимание, что вот после такого вот разговора, если это можно назвать разговором, вы на интуитивном уровне можете ощущать какие-то определенные, знаете, вот дискомфорт, моменты. Но очень важно, чтобы вы не нагнетали вот эту ситуацию, не думали, о, все плохо теперь будет и так далее. Вы должны, друзья, в первую очередь быть всегда спокойны, но и знать, что вам делать. Поэтому, если у вас есть порча, то ждите последствий. Поэтому очень важно здесь наблюдать, а не сразу думать, все, конец света, надо что-то делать. Вот этого не должно у вас в голове быть. Ну и давайте теперь поговорим о том, а как же вам избежать вот этого негатива, который был или, возможно, пытаются навести по телефону. Поэтому прежде чем поднять трубку, ответить на звонок, всегда перекрестите телефон, ничего здесь такого, быстренько, да, желательно 3 раза перекрестите. Если вы знаете, что для вас этот звонок важен, ну вот бывает, да, хотя бы 1 раз, перекрестите и скажите следующие слова: Божьим крестом осеняю, изгоняя всю бесовскую силу именем Бога вечного и живого, что из трубки пришло, то обратно ушло, тот, кто колдовал, на себя забрал. Аминь. Эти слова вы можете быстро произнести, 1 раз достаточно. И далее, очень важно, чтобы вы, знаете, в этот момент были спокойны. И вот после того, как вы сказали эти слова, вы уже можете брать трубку. Обращаем ваше внимание, если вам кто-то действительно звонит с целью негатива, тот, кто делает, он сразу получит обратку. Обращаем ваше внимание. При этом эта обратка будет сильная, не сильная, это не важно, но сам обряд уже вот этими словами и вот этой вашей практикой, которую вы провели перед тем, как поднять трубку, уже будет перебит и не сможет его продолжать. Далее. Еще следующий момент. Если вы услышали в трубке молчания какую-то или бессвязную речь, какие-то угрозы, может быть, там бывает так, что вы можете слышать какой-то шум, то немедленно положите трубку для того, чтобы прервать контакт. И далее произнесите слова. Это, знаете, такое вот заклинание-оберег. И оно звучит следующим образом. Ухожу, закутаю, все дороги запутаю, кто нечистое дал, тот себе обратно взял. Аминь. Или еще одни слова оберег, которые можно произносить в ответ. Твои стрелы да мимо цели. После того, как вы произнесете одну из этих фраз, немедленно бросайте трубку, чтобы прервать контакт. Это очень важно. И, кстати, не стоит сильно переживать, если незнакомый телефонный собеседник наговорил вам полной ерунды. В конце концов, далеко не факт, что на вас пытаются действительно навести порчу. Просто бывает так, что дети развлекаются, или вот сейчас пранков много появилось. Вот они также могут, знаете, шутить с вами. Поэтому, если вы уверены, что это была шутка, это был какой-то розыгрыш, то в черный список отправляйте и не переживайте. Теперь давайте, друзья, поговорим о том, как же понять, что на вас навели порчу через телефон. И здесь следующие признаки. Во-первых, начинается череда неприятностей, при этом как на работе, так и в семье. Далее могут проявляться слуховые или зрительные галлюцинации. Потом могут возникнуть ничем не обоснованные проблемы со здоровьем. При этом вы можете идти к врачу, делать анализы, все будет хорошо, но вы чувствуете, что-то у вас не так.
Могут возникать приступы беспричинного страха и паники, а также могут появляться провалы в памяти. Знаете, тогда уже вам нужно проанализировать и подумать, что же это могло быть. Действительно ли это порча по телефону, или, возможно, вы распереживались и возникли те или иные признаки. Обращаем на это ваше особое внимание. Друзья, вот сегодня с вами хотели поделиться вот такой важной ценной информацией. Обращаем ваше внимание, что слова к практикам, к ритуалам будут указаны в описании к этому видео. Большая просьба переписать их и использовать себе во благо. А также поделиться с теми, кому вы знаете, что эта информация будет действительно полезна и важна. Друзья, с вами, как всегда, был канал Эзотерика для тебя. Обязательно подписывайтесь на наш канал, обязательно ставьте лайк этому видео, обязательно поделитесь этим видео с теми, кого вы любите, кого вы цените, кому вы желаете мира, любви, гармонии. Пусть они также знают об этой важной и ценной информации. Друзья, прямо сейчас на экране вы видите два прямоугольника. Это следующие рекомендованные видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше, и смотрите. Друзья, всех вам благ. Услышимся с вами уже буквально в следующем видео.